Показываю вам купальник, который я купила Еве, заказала Next. Он более такой к розовому в реальности, а на камере такой как фиолетовый. Ну вот он фиолетово-розовый. Смотрите, сзади вот такая спинка красивая. Это 8 лет, 50 сантиметров. Пришлось срочно заказывать, потому что Еве завтра в бассейн, и ее купальник маловат. Я совершенно забыла. Неделя у меня была, вообще вылетела с головы. Думала, найду где-то здесь, но не нашла. Качество мне очень нравится. Такой здесь, видите, рубчик. Очень интересный такой. По материалу очень приятный. Я думаю, ей понравится. Здесь форма заполнить на возврат, если не подойдет. Доставили сразу к дому. Вчера заказала, сегодня доставили. Вообще великолепно. Всем приветик! Сегодня я поехала в Порт-Лиш, договорилась с ребятами. Обычно у нас в группе ездят кто-то по работе, кто-то по своим делам. И обычно в группу можно написать и договориться, подвезти, чтобы не на автобусе. Я вот договорилась, где-то отправила в школу и поехала, потому что мне нужно купить Еве и Марку очки для плавания и шапочки для плавания. Сегодня хорошая погода, так, конечно, прохладненько, но солнечно. Ветер просто сильный, такой холодный. А так, в принципе, приятно. Такой оживленный перекресток. Я так не ходила еще по Порт-Лишу. Мы только с детьми тогда поехали. И только до супермаркетов дошли. А вот сейчас немножко уже я по городу иду. Ну, так тоже симпатично. Такое это как областной центр, как у нас называется. Еще буду переходить дорогу вон туда. Это если ехать от нас на машине, ну, мы где-то за полчаса доехали, от 30 до 40 минут ехать. А если, конечно, на автобусе, то это час 10. Такая симпатичная кафешка, надо зайти посмотреть. Вот такая узенькая, симпатичная улочка. Такой огромный католический храм. Смотрите, на обновке Родиона футболочка он себе выбрал такую. Это я угадала прямо. Я вроде на Марку брала, но Родька забрал себе. И самое главное, значит, покажи, Родя, крутяцкие шорты, подними футболку. Это летние футбольные шорты. Родька, повернись. Какой крутой пацан. И что еще? Это бутсы вот такие моднявые, да. И я прям угадала по размеру, что я переживала, чтобы я угадала. Вот такой у меня футболист получился. А Ева ходит, Ева, покажи. Ева немножко большеватые штанишки, но ничего, ей нравятся черные. И она забрала себе футболку, которую я... Майку. Не помню, я для Роди или для кого-то. Короче, Ева себе забрала. Вот, теперь она захотела в черном походить. Смотрите, вот такая у нас обновочка, вот такая крутяцкая шапка силиконовая. Маркушу нравится, что у него теперь будут закрытые ушки, он может спокойно нырять. И вот такие крутяцкие защитные очки. Они рассчитаны там от 7, кажется, или от 8 лет до 14. В общем, все под стиль, да, Марк? Все в голубом цвете, просто красавчик. И теперь готов к плаванию, будут трюки всякие делать мальчик. У Евы такое же все в розовом, только шапочка у нее беленькая, а очки розовые. Ну и голова будет сухая полностью, да, милый? Да. Ну вот. Я позвала Марка. Сегодня они дома с Родькой, потому что Марка, видать, немножко приболел. Родька вчера приболел. Ну, уже лучше себя чувствует, но мы решили домашнее задание вместе сделать, да? Милый, убери, пожалуйста, это. Вот, смотрите, это у меня такой пример.
Это уже после изучения грамматики. Вот, как пример, вот такие у меня тесты. Вот это я уже прошла вчера, сделала домашнее задание, за позавчера. Сегодня делаю за вчера и надеюсь, что успею за сегодня. Ну, в принципе, мне не обязательно каждый день, мне надо 3-4 урока сделать. Марк, не жми, пожалуйста. І тепер ми нажимаємо «Перевірити». Вот, ми підставили слова. Так. Сегодня четверг, и у нас сегодня встреча, разговорный английский. Вот такое, как кафе. Сегодня первый день. Вообще не знаю, что это такое будет. Тут какие-то рисунки, сейчас покажу. Рисунки красивые. Сегодня английского нет у меня. Вот идем встречаться где-то здесь. Да, уже у нас много здесь ребят собралось. Будем сегодня практиковать английский. Сейчас поделюсь с вами английскими курсами. В общем, у нас организовали это как волонтерская акция такая. Женщина, она занимается организацией английских курсов. Она живет, кажется, в Порт-Лише, ну, в общем, по всему этому каунти. Она сама учитель английского, говорит на украинском, на русском и преподаватель английского. И это как они организовали для нас практику разговорного языка, для того, чтобы мы лучше интегрировались. И организовали раз в неделю. У нас сегодня много было, человек, наверное, 15-20. Разные люди из города, то есть была медсестра, учителя со школы, мужчины, которые уже такие в возрасте есть, в солидном. В общем, вначале мы представлялись, рассказывали коротко о себе, потом нас приблизительно распределили по уровням, и каждой группке дали преподавателя, который будет с нами общаться. Выдали нам книжечки, не всем хватило, но нам дали. И оказывается, в чем нюанс еще, это уже я узнала в конце, нам дали книжечки beginner. А в школе, в которой я сейчас учусь онлайн, у них beginner это самый первый уровень, а потом уже идет elementary. И вот я на уровне elementary, это выше level. А здесь я еще думаю, как такое может быть. Оказывается, что я в Ирландии, когда училась, я была на бигинере. То есть, нет, я не поднялась на уровень, я таки примерно на том же уровне, просто мой разговорный стал лучше, то есть я его изучаю, скажем так. Потому что я думала, что у них, так как везде, а в Ирландии у них по-другому. У них elementary это самый первый уровень, а beginner это уже на уровень выше. Я еще удивилась, думаю, зачем нам дали книжечки. Я у нее спросила, она говорит, а вы хотите выше? Ну давайте на B2. Я говорю, нет, B2 нет. Ну, в общем, нас распределили, кому как повезло. Ну, не знаю, как повезло, не повезло, просто были женщины и были мужчины. И женщины как-то по произношению, они были понятнее. И мы, в принципе, хотели к женщинам. Почему еще? Потому что когда все представлялись, женщин было более-менее понятно. Ну, они все говорят быстро, конечно. Но когда начали говорить мужчины уже в возрасте таком солидном, я вообще ничего не поняла. И, в принципе, наверное, никто практически из нас. И нам достались мужчины. То есть нас распределили. Один, он, как оказывается, главный здесь. Он живет всю свою жизнь здесь. И он очень тихо говорит, и у него такой конкретный ирландский акцент. В общем, у нас группка была из 3 девочек,
и 2 мужчин посадили. Его, еще один примерно его возраста, может чуть-чуть младше. И мы общались, выбрали тему об Ирландии, но в процессе, конечно, там много о чем говорили. Это, конечно, было так сложно, потому что очень сложно понимать. И я вспотела, у меня спина мокрая была от напряжения. Но это было так классно, такое именно общение. Ну, и там смотрели книжку приблизительно, там о чем поговорить. И там пытались даже шутить. Первый мужчина стал спрашивать, говорю, мужчина, не помню, как его зовут. Имя сложное, у меня вообще с именами проблема, я не запоминаю с первого раза. В общем, он начал про стол говорить, ну, это стол, мы смеемся. Он, ну, вот, начал рассказывать про высокий, говорит, вот этот высокий стол, он как-то называется по-другому, я не запомнила. Ну, это низкий, большой, я говорю, длинный. Стали подбирать какие-то характеристики этого стола. Ну, вот так мы включились в разговор. Я старалась говорить как можно больше. И потихонечку как-то потихонечку включалась. Но было очень сложно, потому что сложно понимали. Но я как-то не стеснялась, просто напряжение было. Вспоминаешь, когда как-то такое прям близкое общение. Ну, классно. Ну, единственное, конечно, мы хотели девочку, потому что мы слышали, у других как-то общение было более, как это на украинском, жвавое, да, потому что они поначалу сидели, они не знали, о чем с нами говорить. Они тоже в напряжении были. Ну, в принципе, мы немножко разговорились. А потом уже там девочка была молоденькая, дочка одной из учительниц. Она пообщалась, она с другими девочками общалась, потом села наша девочка, с ней пообщалась, и я подключилась. И так классно, ну, ее было очень хорошо понятно, я задавала ей вопросы. Она сказала, что у меня очень хороший английский, это так приятно, конечно, хорошее произношение. Но я действительно включилась, мне было так интересно, я прям получила такое удовольствие, но это самое главное, организатор, она сказала, что меняться будет некрасиво, потому что это начнется, я с тем хочу, с тем не хочу, начнется бардак. Для них это очень классно, они одинокие, им хочется вот эту почувствовать важность, почувствовать нужность, и они хотят помогать. Она говорит, вы практикуйтесь. Было очень много такой практики, что настолько сдруживались, настолько наставники включались, разобщались, сдружились, что там помогали с работой, помогали с, допустим, переселением куда-то, кому нужно было. В общем, заводите знакомства, это очень классная практика, и не нужно отказываться. Ну, то есть, как бы уже все. Мы уже нас определили к мужчинам, значит, мы будем с мужчинами. Я думаю, ну ладно, девчонки, конечно, больше как-то среагировали, мне не настолько было принципиально. Да, ирландский акцент очень сложно, и действительно мозг кипел. Но, с другой стороны, пусть будет сложно, зато я буду знать вот это ирландское произношение. Английское произношение у меня есть на практике онлайн. А здесь именно включиться в ирландскую среду и научиться слышать их акцент, это круто. Поэтому я рада, что вообще такая практика есть. Неважно кто, главное, что нами занимаются. Раз в неделю, дай бог, чтобы дети были здоровы, и у меня была возможность туда ходить. Так что вот здесь еще вот такая практика для нас организована. Это очень круто, и я очень рада. Мальчики вчера дома были. Конечно, это очень сильно чувствовался контраст. Я вчера мало что смогла успеть. Сейчас тащу рюкзак с продуктами. Хочу сейчас еще раз сходить в другой уже магазин, там докупить воду. И поучусь немножко, потому что вчера сделала английский за позавчера, а сегодня я буду делать за вчера. Сегодня наконец-то прогулялась, потому что вчера я просидела дома. Так, очень, буквально там минут 5-10 я сходила, но вчера было сыро, неприятно. Сегодня достаточно неплохо.
На этом у меня все. До встречи в следующих видео. Пока-пока.